Фантастика. Хочу платить. Нельзя. В Точка.банке человеческая поддержка и удобный интернет-банк. За такое обслуживание хочется платить. Но я хочу. Откройте счет для бизнеса бесплатно на 3 месяца. Бизнесу быть. Точка.банк. В 1978 году в Америке вышел фильм «Козерог-1». Сюжет там такой. На Марс должны лететь американские астронавты. Но ничего не готово. Поэтому в последний момент команду снимают с ракеты, везут в особо секретный бункер и высадку на Марс снимают там. Пустой корабль летит без людей в автоматическом режиме, но на обратном пути сгорает в атмосфере. Тут астронавты понимают, что попали в очень неприятную ситуацию и что из бункера пора бы бежать. В конце концов, они оказываются на собственной панихиде. Многие сейчас наверняка сказали: понятно. То же самое сказали после выхода «Козерога» миллионы скептиков по всему земному шару. Действительно, почему в НАСА не могли сделать то же самое с Луной? Это же и дешевле, и проще, и рисков никаких. А на кону тогда стояло очень многое. Сегодня мы попытаемся разобраться в том, летали американцы на Луну или нет. Надо сразу сказать, что точно это знают только в НАСА, и то не факт. Но основные аргументы за и против мы разберем. Начать стоит с того, что исходный автор теории о лунном заговоре – это не какой-то полоумный конспиролог в шапочке из фольги. Наоборот, это сотрудник компании Rocketdyne, которая разрабатывала для программы «Аполлон» ракетные двигатели. Звали этого человека Билл Кейсинг. Он работал в Rocketdyne техническим писателем. С 1956 по 1963 руководил профильным отделом. В 1976 у него вышла книжка «Мы никогда не летали на Луну. Американская афера на $30 миллиардов». Кейсинг писал, что много раз обсуждал эту тему с топовыми инженерами Rocketdyne, и те каждый раз говорили одно и то же. Запустить ракету с кораблем к Луне в принципе можно, а вот чтобы вернуть корабль обратно, таких технологий нет. Именно у Кейсинга появляются классические аргументы против реальности полета. На фотографиях и видео с Луны не видно звезд. Флаг в невесомости почему-то развивается. Тени падают во все стороны. Следов приземления и взлета лунного модуля не осталось, ну и так далее. Ну а деньги на программу по версии Кейсинга просто распилили. Звучит реалистично, но тут надо понимать, что под конец жизни Кейсинг начал настаивать, что и Гагарин тоже никуда не летал. А вот гагаринский полет как раз очень хорошо зафиксирован, в том числе американцами. Еще одна любимая тема сторонников лунного заговора – документация на ракету «Сатурн-5», на которой летали на Луну. И с этим есть проблема. Дело в том, что чертежи ракеты потерялись. Сейчас никто до конца не знает, как она была устроена. Обычно это объясняют тем, что ракету, как и всю программу в целом, разрабатывали аврально. И занимался этим десяток фирм, иногда даже близко не оборонных. Например, скафандры делала компания, до этого производившая женское белье. И вот считается, что все документы остались в архивах этих фирм и погибли при переездах, слияниях и банкротствах. Ракета Р-7, на которой летал Гагарин, была боевой, стояла на вооружении, а Сатурн-5 был сделан чисто под лунную программу и быстро стал не нужен. Вот и потерялся. Ну, очень странно, но теоретически возможно. Другая популярная улика – капсула, которую в Атлантике нашел советский траулер «Апатит». Внешне она один в один напоминала посадочную капсулу «Аполлона». Советские моряки подняли ее на борт и отвезли на родину. В СССР сначала не могли поверить своему счастью, но обнаружили, что нашли то ли макет, то ли фальшивку. Это была, по сути, железная бочка с рудиментарной термозащитой и радиопередатчиком внутри. В 1970-м находку торжественно передали американскому ледоколу береговой охраны, который зашел в Мурманск. Считается, что таких капсул-макетов было сделано 30 штук, и они использовались для учений. Американский флот отрабатывал на них спасение астронавтов, приводнившихся в открытом океане, и одну из капсул потерял. Подозрительно? Не очень, но при желании можно сказать, что да. Но это ладно. Ведь все знают, что высадку на Луну снял в павильоне великий режиссер Стэнли Кубрик.
Почему именно он? Как раз в 1968-м, за год до выставки на Луну, вышла его «Космическая Одиссея-2001». Она и сейчас смотрится неплохо, а тогда выглядел как что-то из будущего. Вполне объяснимо, что в НАСА обратились именно к Кубрику, когда поняли, что безнадежно отстают от русских в космической гонке. Он-то и не такое снимал. Все странности фото- и видеоматериалов типа развивающегося в безвоздушном пространстве флага объясняются как раз павильонной съемкой. К сожалению, абсолютно никаких подтверждений этой теории не существует, кроме намеков, которые Кубрик якобы зашифровал в другом своем фильме, знаменитом «Сиянии». Например, в комнате 237 там обитает призрак. А знаете, какое расстояние от Земли до Луны? Плюс-минус 237 тысяч миль. Ну и так далее. Тут можно добавить, что Кубрик был известен своим перфекционизмом и привычкой переснимать дубли по 100 раз. Уж флаг-то он поправил бы на таком важном проекте. На фото и видео с места высадки действительно можно заметить, что американский флаг на Луне ведет себя так, как будто там есть ветер. Никакого ветра, как и вообще атмосферы, на Луне нет. Но висящий флаг выглядит не очень вдохновляюще, поэтому в НАСА флагшток сделали Г-образным, чтобы было что показать народу. Колышется он потому, что астронавты задели его, когда втыкали в лунный грунт. Канал Discovery в свое время даже проводил эксперимент. Похожий флаг засунули в вакуумную камеру, и он вел себя примерно так же. Но тут, конечно, аргумент работает в обе стороны. Снимали-то эту вакуумную камеру на Земле. Новый виток истории с Кубриком начался в 2002-м, когда вышел фильм «Темная сторона Луны», посвященный лунному заговору. Фильм очень убедительный, там есть даже интервью с вдовой Кубрика. Проблема в том, что это юмористическая псевдодокументалка с классической нарезкой из неудачных дублей в конце. Все конспирологические откровения в «Темной стороне» получены за счет нарезки реальных реплик реальных людей. Вдова, например, настоящая, но рассказывает не про Луну, а про то, как Стэнли делал звезды на съемках «Одиссеи». С этими звездами вообще целая история. Звезд на снимках с Луны просто нет. Якобы подделать их было сложно. Пришлось бы очень точно рассчитывать карту звездного неба, чтобы астрономы не докопались. И тогда звезды решили просто убрать. В НАСА в ответ сообщают, что высадка происходила лунным утром, то есть на поверхности Луны в этот момент светило Солнце. Как и на Земле, на Луне, когда светит Солнце, звезд не видно. Отсюда и разнонаправленные тени. Источников света было много. Солнце, отраженный свет от Земли и свет от корабля. Вторая частая претензия к первым фотографиям с Луны — они какие-то очень качественные, как будто профессиональный фотограф. На это тоже есть ответ. На самом деле оба астронавта сделали на Луне сотни снимков, но большая часть этих снимков отвратительного качества. То горизонт завален, то засвет от Солнца. Пока НАСА не урезали бюджеты, архив этих запортых фотографий можно было посмотреть на официальном сайте. Сейчас его периодически перевыкладывают энтузиасты, которые успели его сохранить. Что, если подумать, тоже достаточно странно. Ну уж на архив-то должны были найтись деньги у американского космического агентства. Отдельный сюжет с легендарной фотографией лунного следа Нила Армстронга. Ее тоже ставят под сомнение. Надо сказать, что это действительно не след Армстронга, а след его коллеги База Олдрина. Но конспирологов смущает не это. Смотрим на фотографию. На ней рифленая подошва с большими поперечными полосами. Потом смотрим на скафандры. Никаких рифленых подошв не обнаруживаем. Улика? Да еще какая! В НАСА оправдываются тем, что для высадки астронавты надевали специальные лунные калоши, которые защищали ботинки от острых камней и увеличивали площадь контакта с поверхностью. Что звучит разумно, но не очень интересно. Когда конспирологи говорят про эти следы, то обычно упоминают, что они подозрительно четкие. Действительно, они выглядят так, как будто астронавты ходили по влажному гипсу, а не по грунту. Ученые закономерно возражают, но это же лунный грунт, а не земной. На Луне ни воды, ни ветра, то есть местный песок нечему обтачивать. В результате он острый и с точки зрения микроструктуры чем-то похож на репейник. Одна частица цепляется за другую. Астронавты в воспоминаниях отмечали,
что оттереть лунную пыль, попавшую внутрь корабля, оказалось очень тяжело. Есть вопросы и к составу лунного грунта. Якобы у американцев он отличается от того, что привозили советские аппараты. Это вполне возможно. Луна довольно большая, и в разных ее регионах состав грунта действительно может отличаться. Советский Союз и США в свое время вполне официально обменивались образцами с Луны. Более того, до недавнего времени любой научный работник мог отправить в НАСА запрос и получить во временное пользование небольшую колбу с лунным грунтом. Друзья, быстрый анонс. У меня в руках новый 9-й номер нашего журнала «Чтиво». Он выйдет в продажу, когда до Нового года останется пара недель. И поэтому мы посвятили его еде, то есть довольно важному вопросу в длинные новогодние праздники. Редакция спрашивает, какую роль еда играет в нашей жизни и в истории. Мы представили, с кем бы сидели за столом, окажись, например, в легендарном московском ресторане «Яр» в самом начале 20 века. Мы вспомнили блюда, вспомнили традиции, которые сопровождают нас каждый Новый год еще с петровских времен. Даже описали блюда, которые уже невозможно попробовать, просто потому, что их ингредиенты исчезли. Мы сделали актуальный большой гид по современным ресторанам в российских регионах и назвали имена шеф-поваров, которые сегодня кормят Русь от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. На обложке этого номера Сергей Безруков. Человек, который сыграл всех великих в истории страны. Сегодня, и об этом говорит опрос в ЦИОМ, самый популярный актер России уходящего года. В общем, друзья, у нас получился самый толстый номер за все время работы над журналом. Я надеюсь, эти длинные праздники вы проведете с нами. Оформить предзаказ уже можно на Озон, ссылка в описании. Вообще, кроме лунной пыли, в космосе множество неприятных явлений. Летать туда тяжело. Невесомость, перегрузки, радиация. Советских космонавтов, бывало, после приземлений доставали из капсул врачи. Даже Гагарин, который провел на орбите относительно немного времени, выглядел измотанным. Теория лунного заговора использует это в качестве аргумента. Мол, посмотрите на американских астронавтов. Они после любой миссии всегда на ногах, бодры, веселы, улыбаются и машут публике. На это, правда, можно возразить, что и с советскими космонавтами тоже бывало по-разному. Например, в 1965-м космонавты Беляев и Леонов приземлились в тайге и успешно выживали там несколько суток, пока их не нашли. Все это не мешает конспирологам подозревать астронавтов в сговоре с правительством. Почему астронавты не отказываются участвовать в фальсификациях? Потому что знают, что в случае чего с ними поступят как с их коллегами Гриссомом, Чаффи и Уайтом. Эти трое погибли при репетиции запуска в 1967-м. Тогда внутри капсулы в атмосфере из чистого кислорода случился пожар. В ходе тренировок советского первого отряда очень похоже погиб советский космонавт Валентин Бондаренко. В рамках теории заговора Уайта, Чаффи и Гриссома устранили за их отказ участвовать в фальшивой высадке на Луну, замаскировав убийство под несчастный случай. Может быть, но не очень понятно, зачем было выбирать такой сложный способ, а не подстроить им, например, автокатастрофу. Как сами астронавты относятся к теории о том, что они никуда не летали? Предсказуемо плохо. В 2002 году один сторонник теории заговора подловил на улице База Олдрина и потребовал от него признаться, что он трус, лжец и ни на какую Луну не летал. Олдрину в этот момент было за 70, но дискутировать он не стал и вместо этого вырубил конспиролога мощным ударом в челюсть. С тех пор астронавтам на всякий случай лишних вопросов не задают, их мнение заранее известно. Но тут есть тонкости. Вот, например, Эдгар Митчелл, пилот миссии Аполлон-14, провел на Луне целых 9 часов. Когда его спрашивали, летал ли он говорил, что летал, конечно, а потом добавлял, что лично ощущал в полете присутствие некой потусторонней силы, типа доброго и всесильного космического духа, и что инопланетяне 100% существуют, но только хитрые заговорщики в правительстве этот факт скрывают. Митчелл умер в 2016. Из 12 человек, которые когда-либо ходили по Луне, сейчас живы 4. Младшему из них 90, старшему 95. Когда их не станет, спросить будет некого. Можно сколько угодно смеяться над конспирологами, но на Луну люди в последний раз летали в
1972 году, больше полувека назад. И вот это, наверное, основная причина, по которой теория лунного заговора остается популярной. В сам полет на Луну поверить легко. Тяжело поверить, что человечество когда-то могло туда долететь, а потом взяло и разучилось.